Если посадить орхидеи в дубовую кору, вот в такую вот, то корни орхидеи погибнут. И сама орхидея тоже погибнет. Вот такие, друзья, комментарии нам год назад, ну, чуть меньше, 11 месяцев назад, когда мы в конце ноября прошлого года пересаживали вот в такую вот дубовую кору, которую я случайно нашел на просторах интернета в продаже, и о которой, в посадку, точнее, в которых я мечтал не один год, потому что, ну, у нас в регионе дубовую кора не продается, и найти ее, собственно говоря, дубовую кору, это, знаете, как днем с огнем не сыщешь. Вот. А тут подвернулось в продаже, я купил, и мы вместе с вами 18 ноября 2021 года, в прошлом году, 11 месяцев назад, пересадили 3 орхидеи вот в такую дубовую кору. Ну, перед вашими, на ваших экранах кора средней фракции. А мы с вами на тот момент имели в наличии только крупную фракцию. И в эту крупную фракцию посадили 3 орхидеи. Одну из этих орхидей несколько месяцев назад из 3 мы разыграли на нашем канале. То есть она досталась одному из зрителей, подписчиц нашего канала. Хорошая, жирная, с жирненькими корешочками. И вот у нас осталось в наличии, значит, мы Sweet Girl разыграли, да. И у нас осталось 2 орхидеи. И обе эти орхидеи биглипы. И вот сегодня, друзья, посмотрим на эти орхидеи, как они себя чувствуют. Тем более, что вчера в комментариях одна из зрительниц предложила на мой вопрос, во что пересадить 5 уценок, которые вот впереди стоят сейчас на подоконнике, которые мы вчера вместе с вами обрабатывали энергетическим стимулятором, энерджайзером, сукцинатом аммония, вот так он называется, или аммонийная соль янтарной кислоты. И одна из зрительниц, я задал вопрос, во что их пересадить, так, чтобы грунт был бюджетный, максимально доступный зрителям, вот всем нам, да. И вот одно из предложений было пересадить дубовую кору. Но дубовая кора, друзья, конечно, недоступная. Но это предложение сподвигло меня сегодня сделать обзор и вместе с вами посмотреть на эти орхидеи, как они, собственно говоря, выглядят. Тем более, что одну из этих 3 орхидей мы сажали прям с практически минимальным количеством корней, напоминающим точно такую же картину, как вот одна из вчерашних уценок, у которой вот там вот один корешок и практически никаких корней нету. И поступают предложения поставить эту орхидею на наращивание корней. И вот мы одну из орхидей год назад вот с таким количеством корней взяли и посадили, невзирая ни на что, посадили в дубовую кору. И вот что с ней сейчас происходит. Так, ну вот, друзья, вот эти 2 орхидеи. Одна в побольше горшке, вторая в поменьше горшке. Вот это у нас орхидея как раз таки та, которая была без корней. То есть у нее прям, ну, один там вот такой вот корешочек был всего лишь, ну, буквально с мизинчик. А остальные все, основание было гнилым, голым, без корней. И вот мы ее посадили с тем одним маленьким корешочком к моховому фитилю. И вот все, что вы сейчас видите, это вот орхидея нарастила за 11 месяцев. Да, вот. И сразу такой вопрос, друзья. Если бы как-то дубильные вещества, находящиеся вот в этой вот коре, в дубовой, я, кстати, видео пересадки вот этих вот 2 и еще одной третьей, которые разыграли орхидею Sweet Girl, я вставлю в верхнем правом углу ссылочку. У нас есть плейлист, который называется «Орхидеи дубовые, в дубовой коре», или как-то он там, «Дубовая кора для орхидей», что-то так. Ну, в общем, все видео собраны в одном плейлисте про вот эти вот орхидеи. Там можно посмотреть на них, как они. И отдельно видео, где мы достаем вот эти орхидеи, где там корней никаких нету, можно увидеть, что вот это все
Это вот все корни, которые орхидея нарастила за эти 11 месяцев. Вот, по-моему, это как раз вот тот старый корень, с которым мы ее посадили. То есть те корни, которые у нее были, они, естественно, были такие же нерабочие, как и часто бывает у орхидей после покупки, когда мы пересаживаем из горшка, они уже не рабочие. Ну и вот у этой орхидеи тоже они были не рабочие, но зато просто вот такими своеобразными удерживателями в грунте выступили они. Ну вот наросли новые корни. Сами видите, как пагубно влияют дубильные вещества на рост новых корней. Но, знаете, с одной орхидеей, если такое происходит, можно сказать, что это случайность. Что это случайность. Но у нас еще две есть орхидеи, точнее, одну мы уже разыграли еще весной. Орхидею точно с такими же хорошими жирными корешками. И вот еще одна орхидея тоже. С такими тоже это все наросли корни буквально именно после пересадки. То есть непосредственно прям видите, они врастали в грунт. Снизу даже покажу вам. Кольцами формируются, видите, зеленые прожилки. Это именно корни. Они кольцами так нарастают. Они. До дна доросли. У этой орхидеи тоже не было ни одного корня, который бы при пересадке был бы возле стенки, и можно было бы его наблюдать. То есть мы пересадили эту орхидею, а все корни, они находились внутри в горшке ее. И на сегодня она так выглядит. Кстати, когда пересаживали эту орхидею, то у нее был небольшой цветонос. Это, кстати, у нас экзотик Денсер. Более того, что после пересадки, вы помните, видеоотчеты я делал, после пересадки эта орхидея не заморозила цветонос, она его продолжила отращивать. Мася, долго вниз, там уже гнездо себе копает под столом на лежанке. Это цветонос этот дорос, отцвел прекрасно. Первое цветение ее было домашнее, первое в жизни ее цветение. Сейчас у нее, друзья, вылез очередной цветонос. Он. Но уже этот цветонос, он уже именно в этой посадке сделанный в дубовой коре. Не знаю, за мои наблюдения, я наблюдаю за поведением орхидеи, как корни себя чувствуют в дубовой коре. Да, видны такие знаете, как такие видите, как бы налет на корнях, видите, коричневый. Понятно, что это вымываются, вымывается красящие дубильные вещества из кусочков коры, осаживаются, видите, на поверхность веломена сверху, на верхней части корней. То же самое, друзья, на самом деле происходит и, может быть, часто вы замечали, и у орхидей, посаженных в сосновую кору, там тоже вымываются вещества определенные, и окрашиваются в такой коричневый цвет. Это, конечно, в будущем на корнях сыграет плохую штуку, потому что эта поверхность, это засоление происходит, веломен будет отмирать, и эта часть, она со временем быстрее выйдет из строя, скажем так, погибнет, чем часть, которая находится, например, внутри. Но до того момента, пока верхушки выйдут из строя, орхидея прекрасно проживет 2-3 года в горшке. Год уже практически прожили в этом горшке, уже можно будет через год ее пересаживать. Но мы, может быть, ее и раньше пересадим, потому что я смотрю сейчас, наблюдаю за этим мхом. Мох здесь, прям совсем, по-моему, в труху. Я уж не помню, какой я мох использовал в качестве фитиля, но по всему своему внешнему виду мох
такой, знаете, уже пришел в негодность. То есть он год прослужил, и я вижу, что он уже разлагается. Если вот видите, обратите внимание, то есть здесь только из-за того, что мох плохо себя чувствует, его нужно отсюда убирать. То есть либо менять на другой мох, вот, либо в другую там пересадку, посадку делать. Но я считаю, что пока что нужно чуть-чуть подождать, пока орхидея хотя бы вот зацветет, вот, чтобы уж мы сажали в эту посадку, друзья, от, ну скажем, адаптации орхидеи и наращивания корней до домашнего цветения. Вот сейчас у нее будет именно первое домашнее полноценное цветение вот за счет вот этого цветоноса, который она выпустила непосредственно вот находясь в этой посадке. Вот. Я уж не знаю, как, если смотрит победительница той орхидеи, которую выиграла одна из подписчиц нашего канала, Sweet в дубовой коре. Если смотрит сейчас это видео, то было бы интересно, если бы поделились, как ваша орхидеюшка в дубовой коре сейчас чувствует, пересаживали или не пересаживали. Если пересадили, то в какой грунт, а если не пересадили, то как она себя чувствует. В общем, для эксперимента, я думаю, что мы еще, друзья, несколько орхидей посадим в дубовую кору, но уже в более такую мелкую фракцию, потому что это у нас такая крупная. Поливаются эти орхидеи и замачиванием на половинку, и просто подливом, когда не хватает, например, времени. Я просто беру какую-то емкость, вот, и емкостью наливаю вот сюда в поддон, и моховой фитиль, он делает свое дело, поднимает воду и распределяет ее по соседним кусочкам коры, которые соприкасаются с этим мхом, с фагнумом. В общем, друзья, вот такая вот картина орхидей, которые у нас посажены в дубовую кору. На мой взгляд, тут, собственно говоря, комментировать и нечего. Вот. Орхидеи живы и растят корни, растят цветоносы. Все, друзья. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.